Добрый день, меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня мы сделаем гадание, расклад карт Таро на вот такую тему. Что он думает о вас прямо сейчас, его чувства к вам сегодня. Давайте вначале сделаем сигнификацию. Посмотрим, какая вы, чтобы вы точно знали, что это ваш расклад. Или посмотрите другой, любой мой расклад на эту тему. Так, какая леди сегодня с нами? Покажи мне эту леди. Какая она? Пишите ее. Две карты. Сейчас будем разбираться, кто сегодня у нас. Очень интересно. Ну, смотрите, сегодня у нас такая линия. Вот смотрите, вы женщина прямо во всех отношениях. Ну вот, вы и лебедю зонтик, вы с подарком. Вы всегда все предусмотрите. И друзьям с вами комфортно, и вашим близким с вами хорошо, и подарок продумаете, и защитите, когда нужно. Да, вот даже над вами нету зонтика, видите, а вы вот другого делаете. То есть, ну, вот такая вот, ну, вот женщина, четко знающая, что, ну, видимо, так воспитана, видимо, такие нормы жизни, что нужно всегда помогать, да, что нужно всегда радовать подарками. Вы этим всем, казалось бы, мелочам комфортной жизни, удовольствий, радости приделяете очень много внимания. В то же время вы достаточно воинственный человек, то есть вы можете отстоять свою точку зрения безоговорочно. Вам нельзя навязать свою точку зрения. У вас есть своя, потому что, видимо, у вас уже есть жизненный опыт. То есть это не девочка 16 лет или девочка 16 лет, но далеко не такая бесшабашная. Это женщина с четкой позицией, независимо от возраста. Да? На нее нельзя воздействовать, она уже знает, что, куда, и притом знает правильно. Очень важно, две карты показывают то, что для вас очень важен дом. Да? У вас есть прям какое-то желание иметь более или совершенный дом, или у вас еще пока нет дома, вы о нем мечтаете. Или ну вот все ваши мысли кружатся насчет того, чтобы построить дом. Построить дом своей мечты во всех отношениях. То есть это и семья, и отношения, и дети, чтобы все там было для счастья. Да? Вот вы ассоциируете счастливую жизнь с домом. То есть для вас чувства, деньги, отношения, это все связано в доме. Да? Все, что объединяет это все, вы так считаете, что дом это самое важное. И вот у вас мечта об этом вот таком доме. Также здесь повторяется то, что вы всегда протянете руку помощи ближнему. Это одна из основных ваших черт. И, к сожалению, люди этим пользуются. И также это говорит о том, что, возможно, у вас есть ребенок, о котором вы очень заботитесь, которого вы очень любите, ну или несколько детей. То есть вот это вот движение на слоне, которое вы совершаете в жизнь, вы идете не одна. Ну или в крайнем случае у вас очень большое желание иметь ребенка. Хорошо, с вами мы разобрались.
теперь посмотрим, думает ли он вообще о вас сегодня. Да? Посмотрим, думал ли он о вас вообще сегодня. Вот вообще он думал. Сделаем такой расклад карт Таро. Чем мысли его сегодня заняты. Да? Очень интересно. Император у нас такой вышел. Сейчас я выложу и расскажу. Ну, смотрите. Мужчина у нас выпадает такой, ну, громко сказать, с манией величия. То есть имеющий себе цену, ценящий себя, видящий себя таким императором. И, скажем так, не сказала бы, что он такую позицию по жизни занимает, но он себя таким видит. Чем были заняты его мысли? Мысли были заняты его прошлым. Какими-то прошлыми его отношениями. Возможно, если вы сейчас в ссоре или вы загадали человека, который из вашего прошлого, то как раз вами были заняты его мысли, и он принимал какое-то решение, стоит ли ему сделать решительный, но очень рискованный путь к вам, к этому человеку из прошлого. Да? Хуже, что придя туда, в это прошлое, к этому человеку из прошлого, он хочет навести свои порядки. Он хочет, чтобы все было так, как он придумал, да, то есть его позиция, что он, вот этот император, да, будет на этом человеке из прошлого сидеть сверху, несмотря что уже у этого человека и глазик отпал, то есть держать его на жестком поводке, да, вот будущее этого, о котором он мечтает, да, и погонять его палочкой. Конечно, возможно, гипотетически, тут валяется, видите, леденец с любовью. Возможно, это какие-то сексуальные фантазии его личные по отношению к вам. Вам уже там виднее. Ну и, естественно, семерка мечей нам показывает о том, что он за вами подсматривает. То есть это может быть буквально он следит за вашей жизнью, буквально думает о вашей жизни, может смотреть в каких-то социальных сетях, еще где-то, но он думает о вас, контролирует вас и хочет идти к вам, хотя считает этот поход рисковым, но хочет идти со своими корыстными целями. Давайте посмотрим, что он думает о вас. Да? Давайте возьмем и посмотрим, что он думает о вас. Ну, мне такое впечатление, что вы находитесь или в ссоре, или на что-то он у вас обижен. Смотрите, ну, скажем так, он хочет с вами поругаться, да, или как-то ярко выразить свой протест по поводу каких-то его несогласий с вами. Но его очень привлекаете вы сексуально. Вот сексуально вы его привлекаете, и это его сдерживает его действия, ну, обнуление, да, он не делает этого, он не будет высказывать жесткую позицию, не сможет, не хватит силенок, хоть и император, жесткая позиция должна быть, но он об этом промолчит, потому что очень важная вы для него женщина, та единственная, которую он хочет сейчас. Да, он хочет вас съесть, как эту пироженку, да, очень сладенько ее скушать. Такие сексуальные у него намерения, но почему-то он боится. Боится вас.
боится той ситуации, в которой вы находитесь. Что-то странное происходит. Хорошо, а что он чувствует к вам? Какие чувства он испытывает к вам? Давайте посмотрим, какие же чувства он испытывает к вам. Ну, смотрите, чувства он испытывает к вам. Он прекрасно понимает, что сколько бы он ни ходил по кругу, сколько бы он ни уходил, а он все равно вернется к вам. Ему все равно придется с вами разговаривать, он все равно вас хочет. Он готов все в своей жизни изменить, чтобы прийти к вам. Вот эти чувства он испытывает. То есть он готов пройти все, вырвать, порвать свое платье, вот эти все корабли отодвинуть ради тех ощущений, которые он испытывает именно с вами. Но вот видите, выпадает такая карта, подвешенная в данной колоде, она с двумя головами. Это может говорить о том, что это отношения, в которых есть трое. То есть еще кто-то есть в этих отношениях, на которые ему приходится оглядываться. И это или другая женщина, это могут быть его родители, которые этим недовольны. Это может быть даже друг, который недоволен. Это даже может быть у него, если он близнец или у него вообще такой характер, что буквально он бывает то хорошим, то плохим, то дерзким, то спокойным, то сексуальным, то бездейственным. То есть карты говорят о том, что чувства к нему, чувства к вам, они двойственны. Да? Он и хочет к вам, и движется к вам, но кто-то еще влияет на эту ситуацию. И очень мыслей много. Мыслей не в смысле любовных мыслей, очень много мыслей, очень много препятствий мелких, проблем, которые нужно решить. В его голове не дает ему покоя. Потому что, видите, он построил какую-то свою жизнь, карточный домик. То есть, если вас показывали, что вы хотите фундамент, да, дом для вас самое главное, то у него пока какой-то карточный домик. То есть это может быть говорить, что у него нет постоянного жилья, нет постоянной работы, или она есть, но не такая, как он хочет. То есть крепкого базиса у этого мужчины нету на данный момент. К сожалению, об этом говорят карты, и у него возникают такие мысли, что я ей дам, да, вот что я ей дам. Я хочу к ней, я хочу ее, я все преграды преодолею, но вот с чем я приду? Будет ли у него в ближайшее время какие-то действия по отношению к вам? Давайте посмотрим. Смотрите. Почему-то агрессивно он к вам настроен. Или опять это сексуальные, извините, игры. Или, хочется ему вас наказать, хочется с вами поругаться, хочется выяснить отношения. То есть действия будут, скажем так, вы там будете больше в роли жертвы. Не знаю, понравятся ли вам эти действия, которые будут. Опять же, он хочет секса, хочет выпустить своего дракончика из-под юбки, точнее, штанов в его случае. И то ему хочется. Может, дети у вас еще есть общие, о детях ваших он думает, или о своих. То есть действия какие-то он примет в ближайшее время по отношению к детям. Может, предложит завести детей. Может, конечно, это какой-то домашний питомец. А вообще, разбит он что-то у него конкретное препятствие для того, чтобы попасть к вам.
И очень много действий. Чем эти действия закончатся? Ну, в принципе, радостный конец. У него получится. Давайте я возьму Таро и посмотрю, какие все-таки действия он примет в ближайшее время. Ну, в разбитом он каком-то состоянии, много у него мыслей, апатия, разбитый. Это все связано с работой, с забыванием денег. Да, по этому поводу у него болит голова. Ну, хочется к вам. Так, хорошо, девочки, давайте уберем все препятствия мужчины, чтобы он думал о вас хорошо, чтобы встречи проходили отлично, чтобы это произошло как можно быстрее. Так, что у нас тут из плохого? Ну, мне не нравится, что этот мужчина возомнил себя императором. Мне не нравится, что он жестко относится к вам. То, что он помнит о прошлом, то, что он идет, это все хорошо, пускай даже подсматривает за вами, не забывает. Опять убираем жесткость из его позиции. Да. То, что он вас хочет, оставляем. Ну, это у нас было по поводу того, что жестко он не может с вами говорить, потому что сексуально вас хочет. Давайте, что он вас хочет, вот реально хочет слушать как конфетку, как пироженка. Уберем его страхи. Пускай понимает, что он будет ходить, стремиться к вам. Двойственность натуры. Ну, кто хочет, девочки, давайте уберем. Можете не вспоминать, когда мы будем работать. Много мыслей пускай думает. Давайте уберем, что у него карточный дом. Пускай он задумается над тем, что нужно строить что-то нормальное. Опять его жесткая позиция по отношению к вам. Опять секс оставим, детей оставим, жертвенную его позицию уберем. Действие, которое закончится хорошо, оставим. Так, хорошо. Сейчас поработаем с этими картами. Так, уберем все препятствия, обратимся к высшим силам, силам рода, к ангелам-хранителям. Девочки, вспоминаем свой род, который стоит за вами. Давайте уберем все препятствия, обратимся к Верховному суду. Верховный суд, он слеп, к нему нужно обращаться. И посмотрим, постараемся убрать все, что не по судьбе и нам мешает. Сосредоточились. Можно включить субтитры, да, остановить видео, найти, включить субтитры и по ним читать. Можно просто внимательно меня слушать. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто это смотрит. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новые пути. Да будет так. Сейчас проверим. А в комментариях вообще нужно написать обязательно «Спасибо, да будет так», что вы принимаете это, что вы хотите это. У кого-то какое-то магическое воздействие есть. Я всегда кашляю, когда кто-то смотрит, у кого есть магическое воздействие. Отходит так оно. Получилось ли у нас убрать препятствия из данного расклада? Если нет, то повторим. Получилось ли у нас убрать
Ну, обман какой-то идет с его стороны. Как-то, ну вот опять в меня падает две женщины. То есть 50 на 50 что-то относительно вас. Ну, давайте это уберем. Так, пробуем. Девочки, сосредоточились. Нам вторая в отношениях не нужна. Потому обращаемся к силе вашего рода, чтобы она убрала все препятствия, которые показал этот расклад карт Таро. Так, видите, сколько препятствий. Так, сосредоточились. Если не получится у всех, кому-то обязательно поможет, ну, уже кому-то помогло, то можно пересматривать. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем все препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. Да будет так. Так, смотрим, получилось ли у всех убрать препятствия, которые показал данный расклад карт Таро. Брали ли мы все препятствия, которые показал расклад карт Таро? Ну, как бы, ну, процентов 70 получилось, да, убрать это. Но есть те, кто не видит ключик. То ли веры им не хватает, что это поможет, да. Но не видит, что дверка так просто открывается. Им я советую пересмотреть. Так, девочки, хорошего дня, безумно хорошей ночи. Во благо да будет так. Подписываемся, лайкаем, пишем в комментариях, как у вас это все отозвался расклад. Мне очень интересно. Пишите, я с удовольствием читаю, когда действительно помогло, да. Очень приятно. Ну и по-другому быть не может. Пишите в комментариях. Спасибо, да будет так. Ваша Луна.